Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. В сегодняшнем мастер-классе свяжем вот такую вот сумочку из полиэфирного шнура. Размеры сумки в ширину 33 сантиметра, в высоту 34. Ручки у нас в длину 32 сантиметра. Я вязала из шнура Карамель Бэйби 2 миллиметра. В мотках идет по 200 метров. Нам на данную сумочку необходимо будет 450 метров шнура. Это чуть больше 2 мотков пряжи. Также нам понадобится крючок номер 3 и пластиковые маркеры. Сумочка вяжется поворотными рядами. Мы провяжем прямоугольное полотно, сложим и просто сошьем. Вот здесь вот по бокам идет шов. Вот таким образом он выглядит внутри. И здесь самые обычные простые ручки. Вяжутся они отдельно. Связать их сможете вы любой длины. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Для начала нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель. Делаем петлю, провязали. Это у меня первая воздушная петля. Далее вторая, третья и так далее. Набираем 67 воздушных петель. Вот я набрала 67 воздушных петель. Вот эта петля у меня 67-я, которая петля на крючке, она не считается. Далее мы провязываем столбики без накида. Крючок вводим во вторую петлю от крючка. Вот первая петля, во вторую вводим крючок и провязываем столбик. 2 петли провязываем вместе. Вот эту петлю можно сразу отметить маркером. Сюда в конце мы будем провязывать последний столбик. Это я делаю для наглядности, чтобы вам было понятнее. Далее в следующую. И таким образом в каждую петлю провязываем по столбику. Всего в первом ряду должно получиться 66 столбиков без накида. В конце осталась последняя петля. Провязываем столбик. Это у меня 66 столбик. Можно пересчитать по верхним косичкам. Вот начиная с первой петли. Вот первая, вторая и так далее. Вот это 66 петля. В конце всегда делаем одну воздушную петлю. Петельку, которая на крючке, необходимо слегка подтянуть. Не оставляйте ее вот такой вот затянутой. Слегка подтянули. Провязываем одну воздушную петлю, перевернули. И смотрим, здесь у нас с краю первую петлю мы пропускаем, провязываем во вторую. Провязали столбик без накида. И вот здесь я сейчас отмечу маркером, чтобы вам было понятнее, самую крайнюю петлю. Здесь мы будем также в конце провязывать столбик. Вот таким образом я отметила ее. Эту петлю мы не должны пропускать. Далее в следующую провязываем столбик без накида. И так провязываем до конца. Провязываем последний столбик, где у нас маркер. Это мы провязали второй ряд. Далее снова делаем одну воздушную петлю. Петельку слегка подтягиваем крайнюю. И провязываем столбик. Перевернули. И также находим вторую петлю. Вот первая, во вторую петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. Также можно крайнюю петельку отметить маркером. Далее в следующую петлю
И провязываем по столбику. В ряду всегда будет по 66 столбиков без накида. Довязываем до конца третий ряд. Мне осталось провязать последние 2 столбика. И вот самый последний провязываем в крайнюю петлю. Я ее здесь отметила маркером. Если вы ее не будете отмечать, вот смотрите, она находится прям с краю и вот таким образом прячется. Можно подумать, что здесь уже никакой петельки нет, но крайнюю самую необходимо нам провязать. Если вы будете забывать ее провязывать, то полотно у вас будет сужаться. И далее повторяются ряды. Также делаем одну воздушную петлю и провязываем столбики без накида. Всего нам необходимо провязать таких вот рядов 32. Вам необходимо связать вот такой вот прямоугольник из столбиков без накида. Если считать по вот этим вот полоскам, здесь в одной полосе идет 2 ряда. Получается, таких полос у меня 16, соответственно 32 ряда. Сейчас я скажу, какой размер. В ширину прямоугольник получился приблизительно 15, а в длину 34 сантиметра. И сейчас я покажу, как провязывать данную сеточку. Теперь я покажу, как провязывать сеточку. Первый ряд это будут столбики с накидом. Вот вы как провяжете 32 ряда столбиков без накида. Далее делаем 3 воздушные петли в конце. 1, 2, 3. Переворачиваем. Делаем накид на крючок и вводим во вторую петлю. Вот первую также пропускаем, во вторую вводим крючок и провязываем столбик. Далее провязываем 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем и в последующие 2 провязываем по столбику с накидом. Делаем накид, первый столбик с накидом и в следующую второй столбик с накидом. Снова 2 воздушные петли, накид, 2 петли пропустили, в последующие 2 столбика с накидом. И таким образом довязываем до конца. В конце осталось провязать 2 столбика с накидом. Вот пропускаем 2 петли, провязываем первый столбик, накид и в самую крайнюю также не забываем провязать последний столбик. Итак, мы провязали первый ряд сетки. Далее будем вязать второй ряд. Второй ряд у нас будут столбики без накида. И когда их провязываем, мы последнюю вот эту петельку также слегка чуть-чуть подтягиваем. Делаем одну воздушную петлю, перевернули. Далее провязываем столбики без накида. В каждый столбик предыдущего ряда мы будем провязывать по столбику, а в арку провязывать по 2 столбика. Самый первый столбик пропускаем, вводим крючок в следующий столбик. Вот он, второй столбик. Но мы крючок вводим не под косичку, вот смотрите, не вот таким образом под косичку, а опускаемся чуть ниже. Вот такая вот есть здесь петля, чуть ниже в раскол столбика прям. И провязываем столбик без накида. Далее в арку провязываем 2 столбика, первый, второй, и снова опускаемся чуть ниже. Мы раскалываем наш столбик с накидом, провязали в один столбик, далее в следующий, и в арку снова провязываем 2 столбика.
Здесь снова провязываем в раскол столбиков. И таким образом довязываем до конца. В конце осталось провязать 2 столбика. Вот провязываем первый и самый последний в крайний столбик. Вот здесь вот сбоку находим петельку. И провязали последний столбик. Итак, у нас узор состоит из 2 рядов. Это столбики с накидом и столбики без накида. Поэтому последующие ряды у нас повторяются. Следующий ряд у нас идет столбики с накидом. Провязываем 3 воздушные петли, перевернули, первую петлю пропустили, провязываем во вторую столбик с накидом. Снова 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем и в последующие 2 провязываем 2 столбика с накидом. И так провязываем до конца. Вот обратите внимание, в конце, когда будете провязывать столбики с накидом, вот здесь у нас осталось как бы 1, 2, 3 петли. 2 пропускаем, в третью провязываем и еще не забываем провязывать самую крайнюю петлю. Вот 2 пропустили, в третью провязали столбик с накидом и самый последний столбик с накидом заводим вот сюда вот с краюшку под петлю и провязываем также столбик с накидом. Итак, далее идет ряд столбики без накида. Слегка ниточку подтянули, провязываем столбик, перевернули. Также начинаем со второй петли. Первую пропустили, со второй только не провязываем не под косичку, а чуть ниже опускаемся в раскол столбика. Провязали. Далее в арочку провязываем 2 столбика. И снова в раскол столбиков провязываем 2 столбика без накида. И далее ряды вяжем самостоятельно. Чередуем столбики с накидом и столбики без накида. И смотрите, где у нас мы провязываем столбики без накида, это будет у нас лицевая сторона. Изнаночная будет вот с этой стороны. Здесь идут вот такие вот перемычки. Вот я провязала всего 38 рядов. Самый первый ряд это ряд из столбиков с накидом. И далее 38 ряд у меня заканчивается столбиками без накида. И теперь еще один ряд, 39, мы провяжем столбиками без накида. В конце, как всегда, делаем одну воздушную петлю, перевернули. Первую петлю пропускаем и со второй провязываем столбики без накида. Теперь по второй стороне мы будем провязывать точно такую же сеточку. И теперь надо обратить внимание на то, где у нас находится лицевая и изнаночная сторона. Как я говорила, где мы провязываем столбики без накида, вот они, это у нас лицевая сторона. А с этой стороны изнаночная, здесь даже видно, идут вот такие вот перемычки. Кладем вот таким образом изнанкой к себе. Вот здесь у меня находится кончик нити. И сейчас здесь будем провязывать первый ряд сетки. Находим крайнюю петлю. Вот она. Заводим крючок вот таким образом. Вытягиваем рабочую нить. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2,
3. Далее в следующую петлю провязываем столбик с накидом. Кончик нити можно здесь уложить. Далее провязываем 2 воздушные петли. Пропускаем 2 петли и в следующую провязываем также столбик с накидом. Первый столбик и второй. Две воздушные петли. Снова пропускаем 2 петли и в последующие 2 провязываем по столбику с накидом. Смотрите, крючок я вожу вот таким образом. У меня здесь сверху косичка. И все таким образом довязываем до конца. В конце осталось провязать 2 столбика с накидом, 2 петли пропустили. Провязываем столбик с накидом и второй, последний, с краю зацепляем вот здесь вот петельку и провязываем последний столбик с накидом. Далее вяжем ряд столбиками без накида, петельку чуть-чуть подтянули, провязываем одну воздушную петлю, перевернули и провязываем ряд столбиками без накида. Первую петлю пропустили, в раскол столбика, в арочку провязываем 2 столбика и снова в раскол столбика. И так далее провязываем самостоятельно. Провязываем точно такую же вторую половинку. И получается здесь у меня 38 и 39 ряд. Это столбики без накида. Я провязала вторую часть и теперь складываем пополам лицевой стороной вовнутрь. И нам необходимо будет прошить боковые части. Соединяем боковые части и будем соединять их столбиками без накида. Вот у меня здесь закончилось вязание. Вот она петелька. Находим на второй половинке крайнюю петлю. Вытянули нить и протягиваем через петлю на крючке. Далее находим следующую с одной стороны, со второй. И провязываем столбик без накида. И смотрите, чтобы у вас рисунок с двух сторон совпадал. Теперь свяжем вот такие ручки, 2 штуки. Сейчас скажу размер. Вот в сложенном виде размер у нас 34. Вы можете провязать больше или меньше, как вы захотите. Ручки вяжутся легко, столбиками без накида, поворотными рядами. Для начала набираем цепочку из воздушных петель. Я набираю 7 воздушных петель. Это у меня первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Вводим во вторую петлю от крючка и провязываем столбик. Далее в следующую и до конца провязываем столбики без накида. Провязываем самую последнюю петлю. Делаем в конце всегда одну воздушную петлю, перевернули и начинаем провязывать со второй петли.
Вот первое, со второй провязываем столбик, первый, второй, третий, четвертый, и в конце всегда провязываем вот эту крайнюю петельку, пятый столбик. Снова делаем одну воздушную петлю, перевернули, со второй петли провязываем 5 столбиков. Не забываем провязывать последний столбик, он находится как бы с краю. И вот таким образом поворотными рядами провязываем далее. Я провязывала всего 140 рядов. Я закрепила маркерами, где у меня будут располагаться ручки. И сейчас мы будем обвязывать край соединительными петлями и сразу же пришьем ручки. Если вы хотите, можете сюда добавить еще несколько рядов столбиками без накида, а затем уже закрепить ручки. Начинаем обвязку, заводим крючок под петлю, вытягиваем нить, заводим в следующую петлю, захватили и провязываем соединительный столбик. Далее в следующую. Сильно не затягивайте, чтобы край не стянулся. Вяжите более свободно соединительные петли. Вот дошли до маркера, где мы будем закреплять ручку. Также заводим крючок под петлю и здесь с края захватываем крайнюю петлю на ручке. Провязываем. Далее в следующую. Также захватываем на ручке и провязываем. И также соединяем вторую ручку и со второй стороны сумочки точно так же провязываем и соединяем ручку. Итак, сумочка наша готова. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, вам все было понятно. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.